Приветствую вас! История создания этого автомобиля особо малого класса для инвалидов началась в 1955 году, когда группа инвалидов из Харькова написала советскому руководству письмо. Правительство не стало откладывать просьбу долгий ящик, и просьбу инвалидов войны передали Горьковскому заводу для разработки автомобиля. Руководство над созданием нового автомобиля поручили Николаю Александровичу Юшманову, который позднее создал знаменитую «Чайку» ГАЗ-13. Новый автомобиль под обозначением ГАЗ-18 получил закрытый цельнометаллический кузов. Внешне он напоминал уменьшенную копию М-20 Победы, так как создавать новую мотоколяску не хотелось, а создавать автомобиль с нуля без значительных вложений было невозможно. Вот и решили конструкторы создать новый автомобиль, опираясь на уже существующие, только в уменьшенном виде. При создании также учитывалось пожелание и мнение инвалидов с разными увечьями. Для ГАЗа-18 решено было взять 4-цилиндровый бензиновый двигатель от «Москвича» 402 и доработать его для малолитражки, но только раз в половине, сделав его двухцилиндровым. Мощность нового переделанного двигателя составила 18 лошадиных сил, но несмотря на малую мощность двигателя, автомобиль мог разгоняться до максимальных 50 км в час. Для доступа к двигателю водителей-инвалидов и для упрощения конструкции решили установить двигатель сзади. Также поступали большинство европейских производителей малолитражек в то время. В паре с двигателем работала трехступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором, которая разрабатывалась на основе такой же коробки, как и для ГАЗ-21 «Волга». Применение такой коробки на этом автомобиле позволило бы обойтись без педали и рычага сцепления. Передние и задние подвески были независимые, торсионные. Тормоза оснащались барабанной системой с гидроприводом. Колесная формула автомобиля 4х2. Салон автомобиля получился довольно комфортным, несмотря на его малые габариты. Места хватало для 2 человек, иногда размещалось и 3 человека. Двери для посадки водителя и пассажиров в салон сделали открывающимся против входа, что было традиционно для малолитражек тех лет. ГАЗ-18 разработали в короткий срок. Уже в 1958 году 2 опытных экземпляра автомобиля были готовы. И в этом же году были проведены испытания, где были выявлены ряд недочетов, которые тут же исправляли. Автомобиль даже поучаствовал в выставке, где неплохо смотрелся с другими зарубежными автомобилями данного класса. Все было готово к серийному выпуску этого автомобиля, но этому не суждено было случиться. И всему виной, что на горьковском предприятии просто не нашлось места на заводе для сборки новой модели. Завод приступил в это время к выпуску «Волги». Были попытки перенести производство ГАЗ-18 на другие заводы, такие как МЗМА и завод «Коммунар» в Серпухове. Но и там не смогли наладить производство. МЗА был перегружен. На заводе в Серпухове велась подготовка к выпуску будущего ЗАЗ-965. Из министерства пришло распоряжение. Проект ГАЗ-18 закрыть. А 2 опытных экземпляра разошлись кто куда. Один прототип достался начальнику экспериментального цеха. Другой был отправлен в Серпухов для дальнейшего его изучения, чтобы наработки могли использоваться для создания дальнейших автомобилей. И в надежде, что когда-то все-таки наладят выпуск этого автомобиля. Там он долгое время пылился на территории завода и затем был продан. Но со временем был возвращен обратно на Горьковский завод, где сейчас хранится в музее завод. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю всего хорошего, до новых встреч!